Дорогие друзья, теперь вкус райского наслаждения может приготовить каждый из вас. Торт Баунти – это вкуснятина, от которой невозможно оторваться. Сначала приготовим коржи. Для начала отделяем белки от желтков и белки взбиваем в пышную пену. Ко взбитым белкам добавляем 120 грамм сахара от общего количества. Всего для приготовления коржей нам понадобится 250 грамм сахара. Белки отлично взбились, теперь займемся желтками. 5 желтков взбиваем до посветления массы. Остальные 130 грамм сахара добавляем к желткам и взбиваем до пышности массы. Ко взбитым желткам добавляем 140 мл воды. Перемешиваем до однородности, взбивать не нужно. Теперь включаем миксер на самую медленную скорость и к белкам по чуть-чуть добавляем желтки. Обе массы должны соединиться между собой. Когда обе яичные массы объединились, добавляем просеянную муку. Затем добавляем 1,5 чайные ложки разрыхлителя и 4 столовые ложки какао и обязательно все просеиваем через сито. Аккуратно все перемешиваем лопаткой сверху вниз, чтобы белки не осели. Вмешиваем сухие ингредиенты в яичную смесь до образования однородной массы. Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой. Форму смазывать ничем не нужно. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов, ориентировочно 30-35 минут. Духовку во время выпекания ни в коем случае не открывайте. У меня корж выпекался 35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой либо зубочисткой. Теперь приготовим кокосовый слой. Нам понадобится сливочное масло, щепотка соли, сахар и молоко. Ставим на плиту на средний огонь. Кипятить массу не нужно, просто нагреваем, чтобы масло и сахар растворились. Выключаем плиту и порционно добавляем кокосовую стружку. Добавили 100 грамм, перемешали и снова добавили 100 грамм. Добавляем кокосовую стружку до тех пор, пока масса станет густой. Мне понадобилось 280 грамм. Количество кокосовой стружки зависит от ее качества, может понадобиться немного больше, либо меньше. Вот такая масса должна получиться. Накрываем крышкой либо пленкой и оставляем до остывания. Теперь приготовим крем. Нам понадобится мягкий творожный сыр и сахар. Перемешиваем, чтобы сыр стал однородным, и добавляем сливки. Сливки и сыр должны быть холодные. Сначала перемешиваем на низких оборотах миксера, потом увеличиваем скорость. Взбиваем массу до пышности. Крем получается однородный и воздушный. Пока мы готовили начинку и крем, корж остыл. Аккуратно снимаем форму и разрезаем корж пополам. Все готово, начинаем собирать торт. Сначала корж нужно пропитать молоком, но по техническим причинам у меня этот кадр не получился. Дальше смазываем корж кремом. Я одеваю разъемное кольцо, чтобы торт был ровный, но в принципе можно и без него. На крем выкладываем кокосовую начинку и равномерно распределяем. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. На кокосовую начинку выкладываем слой крема. Ингредиенты и пропорции для приготовления коржа, начинки и крема будут указаны в описании под видео. Второй корж пропитываем молоком. Накрываем торт вторым коржом и хорошо прижимаем. Сверху смазываем кремом. Накрываем пленкой в контакт и ставим в холодильник хотя бы на пару часов, а лучше на ночь, чтобы торт пропитался и стабилизировался.
Достаем с холодильника и аккуратно снимаем разъемное кольцо. Осталось торт покрыть глазурью. Нам понадобится сливочное масло и черный шоколад. Все нужно растопить на водяной бане, либо в микроволновке. Торт холодный, поэтому глазурь схватывается моментально. Ее нужно быстро распределить по всей поверхности. Украшать тортик я буду сушеными слайсами кокоса и кокосовой стружкой. Вот такой торт Баунти у меня получился. Он никого не оставит равнодушным. Мягкий влажный шоколадный бисквит, сладкая кокосовая начинка и воздушный сливочный крем подарят вам вкус райского наслаждения в каждом кусочке. Торт Баунти намного вкуснее, чем батончик. Обязательно приготовьте такой тортик, порадуйте своих гостей. Приятного аппетита!